Ребят, всем доброе утро. Сегодня у нас очень насыщенный день. Мы с Таей и с Алисой едем в Варну, потому что будем оформлять статус временного беженства. На болгарском он называется «закрыло». Это нужно сделать до 15 апреля, потому что иначе нас могут выселить из отеля. Вот. И сейчас такие очереди везде большие. Мы нашли одно место в центре города, о котором мало кто знает. И я думаю, что сегодня мы там оформим все это очень быстро. А еще вчера в Болгарию прилетел Таин папа из Израиля. Прилетел без предупреждения, мы об этом не знали, но он остановился в 500 километрах от нас в Велинграде. Сегодня возьмет машину на прокат и где-то после обеда хочет приехать сюда к нам на Золотые Пески. Вот. Но я надеюсь, что к этому времени мы как раз вернемся. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Полный автобус людей, потому что он раз в час ездит, и все ждут на остановке толпой. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. Хочешь сесть на ручки ко мне? А вот мы и на месте. Здесь вот такая очередь, и мы стоим 15-е. Будем стоять пару часов точно. Как дела у тебя? И сколько вы лет не виделись? Года 4? 3. Пока стоим в этой очереди делать документы, зашли в кафешку пообедать, потому что дети уже голодные. Приятного аппетита! Скушаешь хорошо, дам пиццы тебе кусок, хорошо? Тут. Конечно, я рассчитывала, что мы быстрее сегодня сделаем эти документы. Вот, но очередь просто очень медленно движется. Мы уже 3-й час здесь. Сейчас пообедаем, вернемся дальше, посмотрим, насколько мы прошли вперед. Но сегодня уже нужно с этим закончить. После обеда опять у нас продолжение, но нужно уже сделать этот временный статус временной защиты, чтобы уже не возвращаться к этому вопросу. Короче, пока мы были в кафешке, Эдика оштрафовали, на машину прицепили вот такую штучку. Говорят, что здесь нельзя стоять, здесь какая-то синяя зона, хотя нигде знака я не увидела. И теперь штраф 21 лев. Она говорит, я платить тебе? Ну хорошо, 20. Жесть, короче. Но это еще не такая большая сумма, но могло быть и хуже. Ребят, в общем, пока выходило это мое видео, произошли некоторые изменения. На данный момент уже статус временного убежища вы получаете прямо на границе, на таможне, при въезде в Болгарию. Но, конечно, вам придется простоять часов 10-15, пока всему автобусу оформят эти документы. Но, с одной стороны, это неплохо, вам не придется бегать по инстанциям. Теперь дальше. После того, как вы получаете закрыло, вот эта вот бумажечка такая зелененькая, это статус тимчасового прихистку, временного убежища, вы имеете право подать на единоразовые выплаты в размере 375 лев. Это примерно 200 с чем-то долларов на семью. Для этого вам нужно поехать в социальную службу, их несколько в Варне, с собой иметь загранпаспорта или обычные украинские паспорта, вот эту вот бумагу, в общем, все документы, их ксерокопии заранее сделать предусмотрительно и декларацию, ее можно взять там и на месте заполнить, либо в копировальных центрах она тоже продается. И отстоять там безумную страшную очередь, какую я вам сейчас покажу, вот она. Вот эта очередь, это все стоят люди, чтобы получить социальную помощь, чтобы подать документы на нее. В списках уже около 400 человек. И это можно стоять до завтра. И там тоже, это тоже очередь. Список. Людей огромное количество, и приезжать нужно рано утром, желательно на первом автобусе, потому что если вы приедете к обеду, вы будете, как вот я была в прошлый раз, 300 какая-то или 500 какая-то, и до 7 вечера вы эту очередь не пройдете. Вот. И после того, как вы подаете все эти документы, вы в декларацию вписываете либо банковскую карту, которую вы предварительно открываете в одном из банков Болгарии, либо вы можете получить эти выплаты
на почтовое отделение по месту жительства, там, где ваш отель расположен. Но на почтовом отделении это, конечно, дольше ждать, потому что все эти выплаты на почте будут производиться после 20 мая, аж через месяц. Ну, еще, возможно, кому-то пригодится. В описании под этим видео я тоже оставлю адрес социальной службы, где подавала документы я. Улица Петку-Воевода, 34. Ребят, помните, я вам рассказывала про мою соседку Наташу в Одессе? Она сейчас занимается волонтерством и готовит очень вкусные обеды для наших солдат, для наших бойцов украинской армии. Привет, меня зовут Наталья. Я хочу вам рассказать очень такую маленькую, короткую историю. Мы проживаем в городе Одесса. 24 февраля произошло то, что знает весь мир. Самое страшное я пережила, когда подняла ребенка, и мне пришлось сказать ей: дочка, подымайся, война. Стал вопрос об отъезде. По долгу службы я уехать не могу. Я врач. Я поняла, что надо делать. Я встала и начала готовить. Все наши сбережения с мужем, он меня поддержал, ушли на кухню. Но, к сожалению, мы готовим горячие обеды, но, к сожалению, деньги заканчиваются раньше, чем война. Юлю я знаю, больше 12 лет наши дети учились в одном классе. Я сейчас хочу обратиться ко всем неравнодушным. Помогите финансово, кто сколько может. Потому что оставить то, что я начала, я просто не имею права. А что-то продать в нашей стране сейчас это, к сожалению, не продается. Буду благодарна каждой копейке. Хочу поблагодарить Юлиного подписчика, я его не знаю. Это была первая ласточка, которая переслала мне денежки. Благодарю вас всем мира. Сегодня мы готовим на завтрак, для завтрашнего горячего обеда. Заготовочку у нас будут картофельники с грибами. И у нас будет овощное пюре с овощами. Ну, еще полноценный обед. Это все завтра, потому что оно должно быть все горячее. А мой Гена в это время помогает плести маскировочные сетки для бойцов. Що ви говорите ті самі слова? Да. Ви тепер будете казати, що не я не вчителька. Слава Україні, помощь ВСУ. Да. А, І допомагають ВСУ всі. І вчителі, і батьки, і діти. Да. У нас тут дуже багато, нам потрібно. Нам дуже потрібно. Кто хорошо работает, тот хорошо ест. Ну да. Да. Лично моя работа. Пляжный сезон, наверное, будет у нас вот такой вот. На песок не пускают нас гвардейцы. Мой любимый город. Так тяжело смотреть на эти пустые пляжи, опустевшие. Мы раньше гуляли в это время, столько людей на море, потому что весна, тепло, все распускается и никого нет. Везде мины, все пляжи усеяны минами. Я все время думаю, что даже когда закончится война, разминирование займет очень много времени, и на пляжах будет просто находиться опасно, потому что где-то водой что-то замоет. После документов приехали в Гранд Молл. Тая сейчас купит на свои мастер-классы канцтовары. Мы продукты и все, уже возвращаемся на Золотые Пески в отель. Апельсины возьми, Тай, и бананы, да? Алиса у нас выбирает продукты, да? Да. Что ты еще будешь брать? Мюзли. Ужин пропустили мы сегодня из-за этих документов. Теперь будем питаться так. Молоко у нас есть еще дома. Что это? Игрушка какая-то? Да. Дома будем цветы садить, да? А Гранд Молл – самый большой торговый центр в Варне.
уже видела. Надо ехать. Пойдемте, будем сейчас ехать уже домой, потому что уже очень темно стало. Все, возвращаемся мы на Золотые Пески. Убили, конечно, сегодня кучу часов в этой очереди, но зато мы наконец-то получили статус временного притулку. А здесь у нас веселье полным ходом по вечерам идет. Будешь танцевать? Ты будешь танцевать?